Друзья, если у вас нет возможности читать трагедию Иоганна Гёте «Фауст», смотрите это видео. Это легенда о докторе Фаусте, который заключил сделку с дьяволом. Написал трагедию Гёте в начале 19 века, причем писал чуть ли не всю жизнь, аж до самой смерти. Трагедия состоит из двух частей, поэтому я сделал два видоса для каждой части. Сейчас вы услышите пересказ первой части. Чтобы перевести этот текст на человеческий язык, нужно было очень постараться. Итак, трагедия начинается с посвящения. Там ни о чем, бла-бла-бла. Далее следует театральное вступление. Общаются директор театра, поэт и комический актер. Они все волнуются перед предстоящим выступлением, не знают, как отреагирует публика. Далее идет пролог на небе. Там такие действующие лица: Бог, Мефистофель и три архангела. Архангелы восхищаются созданной Богом землей. И тут появляется дьявол, Мефистофель. Он пришел пообщаться с Богом. Понимаешь, Бог, все классно. Вот только все люди на земле говно. Чего ты все время ноешь? Все тебе не так, достал уже. Ты Фауста знаешь? Это который доктор? Доктор. Он в первую очередь раб мой. Он классный, он мне служит. Ну, такой странный чувак. Я еще с ним не разобрался. Я легко докажу, что он не классный. Поспорим? «Поспорим», — ответил Бог. «Делай все, что посчитаешь нужным. Уверен, Фауст выдержит все твои испытания». Ночью Фауст сидел с книгой, спать не хотел. Он размышлял, что много всего знает. Ведь он познал богословие, философию, юриспруденцию и медицину. Но при этом считал себя дураком. Фауст – магистр, доктор, у него много учеников. Но вот покоя нет. Фауст даже взялся за изучение магии, чтобы ему явился дух и рассказал о смысле жизни. Фауст листал книгу и разговаривал сам с собой. Приятно ведь бывает поговорить с умным человеком. Фауст произнес какое-то заклинание, и появился дух. «Тебе чего? Зачем меня звал?» – спросил дух. «Так это, случайно. Блин, ты такой страшный, я тебя боюсь. Ты же сам только что молил, чтобы я появился. Вот он я. А теперь боишься? Ладно. Когда станешь посмелее, зови снова. А пока счастливо». И дух исчез. Сразу же после этого раздался стук в дверь. Вошел ученик Вагнер в пижаме с фонарем в руке. «Давайте заниматься», — сказал он. «Вот так сильно хочу учиться, что готов среди ночи заниматься». Понятно, что Фаусту поздно ночью заниматься не хотелось, но пообщаться он всегда любил. Вагнер сказал, что человек уже достиг того состояния, когда знает ответы на все вопросы бытия. Нет, мой друг, всех, кто готов был познавать что-то новое, чаще на кострах сжигали, нежели слушали. Так что иди лучше спать, я тоже хочу отдохнуть. Ну да, завтра Пасха, надо выспаться. Доброй ночи, доктор. Вагнер ушел. Фауст снова остался сам и снова стал размышлять о жизни. Он завидовал жизненной энергии Вагнера, тому, что тот хотел познавать что-то новое. А сам Фауст до того наразмышлялся, что решил покончить с жизнью, выпить яд. И вот только Фауст поднес к губам бокал с ядом, как послышались колокольный звон и хоровое пение. «Христос воскрес», ну и всякое такое. Фауст подумал, что ну его нафиг, жить лучше, чем не жить. Следующий день. По улице ходят двое студентов, снимают девчонок. Горожане жалуются друг другу на высокие налоги, нищие просят милостыню. В общем, все как и сейчас. За 200 лет ничего не изменилось. Фауст разговаривает с Вагнером. «А хорошо весной», — говорит Фауст, — «тепло». Доктора обступили обычные простые люди. Они благодарили его за то, что доктор помогал им бороться с болезнями. «И ваш покойный отец тоже очень помогал нам. А ведь это было опасно, чума все-таки. Спасибо вам, доктор».
Потом наедине Фауст сказал Вагнеру, что они с батей давали людям какую-то бодягу, и неизвестно, от чего те больше умирали, от чумы или от их бодяги. Потому мне слушать их благодарности чутка неловко. Парни увидели черного лохматого пуделя, который бегал рядом. «Какой-то он странный», — сказал Фауст. «А по мне самый обычный», — возразил Вагнер. Фауст взял пуделя с собой. Затем вернулся в свою комнату, и так ему скучно дома стало. «Дай, — думает, — Новый Завет переведу на немецкий». Читает. Вначале было слово, думает, а может не слово, может мысль? Не мысль. Может сила? Не. Вначале было дело. От работы Фауста отвлек пудель, который постоянно бегал и лаял. «Что тебе нужно? Дверь открыть? Давай, вали уже!» И тут пудель начал раздуваться. Затем из дыма появился Мефистофель в образе странствующего студента вместо пуделя. «Ты кто такой?» – спросил Фауст. «Ну, как бы тебе объяснить? Я тот, кто творит добро, всему желая зла». «А попроще?» «Сам догадайся». «Понятно». Парни чутка поговорили, и Мефистофель сказал, что ему пора. «Вот только я выйти из твоей комнаты не могу. У тебя у двери знак нарисован». «Ну, тогда через окно». «Да нельзя нам. Черти и призраки могут войти только тем путем, которым вошли, а я к тебе вбежал пуделем». «Так у вас в аду есть законы? Круто! Буду знать. Скажи, что ждет меня в будущем?» «Давай другим разом. Сейчас я спешу». Нет. Хочу с тобой еще поговорить». Тогда Мефистофель позвал духов, которые усыпили Фауста. Затем Мефистофель дождался, когда крыса прогрызет пол в том месте, где был нарисован знак, и спокойно покинул комнату Фауста. Когда доктор проснулся, то был уверен, что встреча с чертом ему приснилась. Вот только пудель куда-то пропал. Уже другим разом Мефистофель снова пришел к Фаусту, на этот раз нарядно одетым. «Слушай, Фауст, а давай-ка ты тоже так оденешься. Пойдем погуляем, оторвемся». «Да я уже старый, куда мне? Я потихоньку смерти жду. Вот бы умереть во время боя или в постели с девушкой». «Ты ведь яд хотел выпить». «Блин, все ты знаешь». Мефистофель пообещал, что в его компании Фаусту скучать не придется. «Какая плата с меня?» – спросил доктор. «Да потом разберемся. Ты, главное, соглашайся». «Нет, так не пойдет. Давай сейчас договоримся». «Ну ладно. Там сущая ерунда. В этой жизни я буду исполнять все твои желания, а после смерти ты будешь делать все, что пожелаю я». Долго не раздумывая, Фауст согласился на эту сделку. «Да мне как-то все равно, что будет после смерти. А в этой жизни я еще хочу оттянуться. Значит так, загибай пальцы. Хочу всегда быть сытым, хочу золото, девушку, славу, почет». Это все? Легко? Договорились? Напиши мне только расписку, на всякий случай, мало ли. Ты не веришь моему слову? Где подписать и чем? На бумаге, кровью. Фауст подписал договор. «А теперь развлекаться?» – спросил он, «потому что я уже задолбался книжки читать». «Хорошо, сейчас полетим, мир посмотрим». Мефистофель увидел, что к доктору шел какой-то студент. Он предложил Фаусту выйти, а сам оделся в одежду доктора. Студент вошел. Сказал, что приехал из деревни, чтобы специально обучаться у Фауста. «Правда, от городского шума у меня уже голова трещит. Домой хочу, в деревню». «Нужно хотеть учиться, а не домой. Ничего, скоро привыкнете». Мефистофель так нагрузил парня информацией, что у того голова заболела. «И самое главное, ходите на занятия и приходите вовремя. Все остальное – фигня». «А что вы думаете о медицине, доктор? Может мне пойти учиться на врача?» «Прикольно.
Девчонок сможешь лапать. Ну типа будешь делать осмотр, а сам станешь лапать их. Спасибо, доктор, за совет. Тогда я стану врачом, сказал студент и ушел. К Мефистофелю вошел Фауст. Ну чё, поехали? Где лошади? Где карета? Мефистофель расстелил свой плащ и сказал Фаусту, что они полетят на плаще. Парни перелетели в город Лейпциг и сразу пошли в кабак. Там уже развлекалась компания пацанов. Они бухали, песни пели, увидели чужаков и пошли знакомиться. Потом и Мефистофель начал петь про блоху. Всем понравилось. Затем он начал разливать парням вино. Халяву всегда любили. Парни накинулись на бухло. А потом оказалось, что то вино при пролитии превращалось в огонь. Парни поняли, что перед ними колдун. Повынимали ножи и бросились на Мефистофеля. Тот с легкостью их остановил, задурманив разум, и вместе с Фаустом ушел из кабака. Представьте кухню ведьмы. На огне стоит котел, там что-то булькает. Мартышка снимает пену, вокруг всякие ведьминские штучки. «Слушай, а почему ты сам не варишь зелье? Зачем нам эта ведьма?» – спросил Фауст у Мефистофеля. «Я и варить зелье? Нет, мне впадлу. Где ваша хозяйка?» – спросил он у зверей. «Гуляет, пока мы тут трудимся», – ответили ему. Через какое-то время ведьма вернулась. «Вы кто такие?» – закричала она. «Сейчас я вас...» «Рот закрой. Ты уже своего хозяина не узнаешь?» – спросил Мефистофель. «Прости, хозяин, не узнала. Копыт твоих не увидела». «Ну так это, прогресс не стоит на месте. Раньше были копыта, рога, хвост. Сейчас уже нет. У меня к тебе дело. Нам нужно твое зелье, которое делает людей молодыми». Ведьма дала Фаусту выпить это зелье. И затем Мефистофель вывел его на улицу. На улице уже молодой Фауст увидел хорошенькую девушку Маргариту. «Разрешите вас проводить?» «Сама дойду», — ответила девушка. К Фаусту подошел Мефистофель. «Хочу ту девушку», — сказал Фауст. «Сведи меня с ней». «У меня нет над ней власти. Она юная и еще невинная. Ей только 14 лет исполнилось». «Блин, я ее хочу. Пожалуйста». «Не-а». «Ладно, без тебя справлюсь». «Ты так сильно ее хочешь?» «Ладно, сегодня тебя отведу в ее комнату. Она вечером пойдет к соседке. Повздыхаешь у нее на кровати, пока ее не будет дома». Вечером в своей комнате Маргарита вспомнила того парня, который к ней днем клеился. «Наверное, он знатный, раз так уверен в себе», – подумала она и пошла к соседке. «Ну, заходи, побудь здесь немного», – сказал Мефистофель Фаусту. «А ты выйди», – попросил он. Фауст постоял, помечтал о Маргарите. Затем снова вошел Мефистофель. Сказал, что девушка возвращается. Он оставил в шкафу шкатулку с драгоценностями. «Это типа подарок от тебя. Все девчонки любят драгоценности. Считай, что она уже твоя». Маргарита вошла в комнату, открыла шкаф и увидела шкатулку. Открыла ее, а там драгоценности. «Блин, откуда это все в моем шкафу?» – не могла понять она. На следующий день злой Мефистофель рассказал Фаусту, что теперь та шкатулка у священника. Представь, мамаша Маргариты отнесла драгоценности в церковь. А Гретхен? Друзья, Маргарита резко стала Гретхен. Да твоя Гретхен все думает, кто это ей такой подарок сделал. Значит, подари ей теперь цепочку или браслет. Соседка Маргариты, девушка Марта, горевала у себя дома. Ее муж куда-то уплыл, и она даже не знала, жив ли он. Была бы хоть справка о его смерти, а то она и не вдова, и мужа у нее нет. Вошла взволнованная Маргарита. «Что с тобой?» «Да вот, снова шкатулку нашла. Так там еще больше драгоценностей». «Ты, главное, матери не говори, а то она снова в монастырь все отдаст». Стук в дверь. Вошел Мефистофель. «Вечер добрый вам, девчонки. Кто из вас Марта? Я к вам».
У меня сообщение от вашего мужа. Он, умирая, вам передавал привет. Серьезно? Вот это, то есть горе. А как он умер? Что-то мне передал? Ничего не передал. Все деньги, которые у него были, спустил на шлюх. Вот так и умер. Так что походите в трауре 1 год, а потом нового мужа ищите. Да это все классно. Но нужно свидетельство о смерти, документ нужен. А вдруг он живой? Вместо документа можно предоставить устные показания 2 свидетелей. У меня есть друг, он подтвердит. Хорошо? Вечером приходите, мы с Маргаритой будем ждать вас в саду. Мефистофель сказал Фаусту, что сегодня познакомит его с Маргаритой. От тебя нужно будет поставить подпись, что муж ее соседки Марты умер в Италии. Я этого не сделаю, это ведь неправда. Начинается. Можно подумать, ты никогда не врешь. А впрочем, как хочешь. Но тогда девчонкам не пойдем. Блин, ты умеешь уговаривать. Согласен, подпишу. Вечером в саду Маргарита шла под руку с Фаустом, а Марта рядом с Мефистофелем. Маргарита узнала в Фаусте того парня, который к ней клеился. Она рассказала о себе. У нас служанки нет, потому я все по дому делаю сама. Мою, стираю, готовлю, подметаю, шью. Моя мама хорошая швея. Мы не бедные, но и не богатые. Отец кое-что оставил нам. Есть брат, он в армии. Сестренка умерла. Тем временем Марта расспрашивала Мефистофеля о нем. «Я женат?» – сразу ответил он. Маргарита сорвала ромашку и начала гадать, любит, не любит. Оказалось, любит. Фауст аж покраснел. Дальше все стандартно. Поцелуи и обещания любить всю жизнь. Фауст начал сомневаться в том, что он делает, насколько это правильно и хорошо. И тут Мефистофель сразу развеял его сомнения. «Ты чего там думаешь? Она же любит тебя, все время о тебе думает. Давай, вперед!» Ну и после такого как удержаться? Мозг отключается. Побежал к Маргарите. Как-то в саду девушка спросила Фауста, верит ли он в Бога. «Да как тебе сказать, дорогая? Давай о чем-то другом поговорим. Хорошо? Скажи, почему ты дружишь с Мефистофелем? Ведь он злой, скрытный, хитрый». «Да нормальный он. Ты чего?» «Да ненормальный. Я со всеми людьми могу общаться, а с ним нет. От него холодом веет». И потом Маргарита сказала, что она позволила бы Фаусту остаться у нее на ночь в комнате. Но из-за того, что в доме еще будет мать, она не может. Фауст сразу оживился. «Так вот тебе флакон, дай выпить матери, и она будет спать крепко до самого утра. А мы тем временем...» Девушка взяла флакон и ушла. Сразу появился Мефистофель. Он уже все знал, подслушивал. А она умная, быстро меня раскусила. «Удачи тебе ночью, друг!» Одна знакомая Маргариты рассказала, что какая-то их общая знакомая опозорилась, потому что переспала с каким-то парнем. «Жалко ее», — сказала Маргарита. «Парень должен был жениться на ней». «Сама виновата. Пока мы работали, она с ним развлекалась. Вот и доразвлекалась». Ночью домой из армии вернулся Валентин. Это брат Маргариты. Он очень гордился сестрой, ее добродетелью. И тут он увидел, как у его дома появились Фауст и Мефистофель. Ну и сразу же захотел убить обоих, не разбираясь. Убить и все. Валентин выхватил шпагу и пошел на парней. Те тоже достали шпаги и приготовились к бою. Учитывая, что Мефистофель был не совсем человеком, парни быстро справились с Валентином. Смертельный удар нанес ему Фауст. «Так, пора делать ноги», — сказал Мефистофель. «Сейчас здесь будет уйма народу». Парни убежали, люди увидели умирающего, начался шум, вышла Маргарита, увидела брата. В общем, все грустно. Умирая, брат при всех назвал Маргариту шлюхой. «Тебя скоро люди начнут стыдиться. Подожди чутка, пока живот появится, и все увидят твой грех», — сказал и умер.
Вот так вот. Мефистофель с Фаустом исчезли из города. Они теперь далеко, где-то в горах. Как раз в Вальпургиеву ночь. В эту ночь один раз в году в горы съезжалась всякая нечисть. Начался шабаш. Фауст увидел молодую красивую ведьмочку и пустился с ней в танец. А потом у нее изо рта выпрыгнула розовая мышь. «Спасибо, что-то мне перехотелось танцевать», — сказал Фауст. Он вдалеке увидел тень девушки, очень похожей на Маргариту. «Да тут всякие тени ходят, не обращай внимания», — сказал Мефистофель. Что же было с Маргаритой в то время, когда Фауст путешествовал с Мефистофелем? А Маргарита долго нищенствовала, а потом попала в тюрьму. «Почему ты мне не сказал об этом?» – спросил Фауст. «Да успокойся ты, она ведь не первая в таком положении. Спаси ее». «Кто ее соблазнил, а затем погубил, я или ты?» И Фауст сразу язык в задницу спрятал. «Перенеси меня к ней и освободи ее», – снова сказал Фауст. «Сделаем так. Я перенесу тебя к ней, усыплю охранника, ну а дальше ты хоть что-нибудь сделай сам». В общем, Фауст взял у спящего охранника ключи и вошел к Маргарите. Девушка его не узнала. Она думала, что это палач за ней пришел. Рассказала палачу, что у нее родилась дочь, но люди велели умертвить ее. Фауст слушал и понимал, что Маргарита перестала дружить с головой. Он ей объяснил, кто он такой. Девушка вроде как поняла. «Я мать свою усыпила до смерти, дочь утопила в пруду. Из-за меня брат погиб. Я не заслуживаю жизни». Фауст умолял ее пойти с ним, но Маргарита отказалась. «Куда? Постоянно бежать, жить в страхе, бояться, что нас поймают? А ты живи. Иди лучше быстрее к мосту и спаси нашу дочь, она еще жива». Фауст понял, что это уже не та Маргарита, которую он любил. Девушка отвергла дьявольскую помощь, и ее душа была спасена Богом. На этом, друзья, первая часть трагедии заканчивается. Кто желает узнать, что было дальше, смотрите следующий видос.